За последние дни в Турдизе произошло слишком много странного, тревожного и показательного, чтобы просто пролистать это как очередные новости. Имена, которые еще недавно казались неприкасаемыми, вдруг оказались под давлением. Ситуации, которые обычно стараются не выносить на публику, начали просачиваться наружу. А за внешне спокойными лицами напряжение, о котором предпочитают не говорить вслух. Почему один актер внезапно оказался под пристальным вниманием индустрии? Что произошло за кадром, о чем официально говорят осторожно, а неофициально, с явным страхом? И почему на фоне этого есть те, кого будто бы не касается ни волна критики, ни чужие ошибки? Ответы на эти вопросы не лежат на поверхности, и именно поэтому эта история куда сложнее и жестче, чем может показаться на первый взгляд. В этом видео мы последовательно разберем самые обсуждаемые события последних дней, без истерики, но и без прикрас. Это дайджест новостей, основанный на официальных источниках, заявлениях и подтвержденной информации. При этом все, что вы услышите дальше, это авторский взгляд и личное мнение о том, что на самом деле происходит внутри турецкой сериальной индустрии прямо сейчас. Самое важное ближе к концу. Именно там становится ясно, почему эти события связаны между собой и почему для Турдизи это может стать точкой, после которой многое уже не будет прежним. Поэтому досмотрите до конца, дальше будет по-настоящему интересно. Имя Ханде Эрчел снова звучит так, будто другого варианта просто не существует. Vogue Terror называет ее главной иконой стиля года, и это уже даже не новость, а почти привычка. Обложки, показы, рекламные кампании, бесконечные фотосессии, где каждый образ будто рассчитан на мгновенное распространение в соцсетях. Ханде давно стала не просто актрисой, а визуальным символом эпохи, в которой внешний образ работает быстрее и громче любой роли. И именно здесь возникает первый внутренний конфликт этой истории. С одной стороны, безупречная картинка, отточенная до миллиметра, правильный свет, правильные бренды, правильные ракурсы. С другой, все более настойчивый вопрос, который зрители задают не вслух, но все чаще между строк: а что за этим стоит сейчас, кроме глянца? Потому что влияние Ханде уже давно выходит за рамки сериалов. Она формирует представление о том, как должна выглядеть современная турецкая знаменитость, уверенная, дорогая, универсально привлекательная и максимально безопасная для брендов. Этот статус делает ее практически недосягаемой для критики, но одновременно превращает в удобный ориентир для индустрии. Если нужен образ успеха, берут Ханде. Если нужен символ моды, снова Ханде. И именно поэтому ее присутствие в очередном рейтинге Vogue воспринимается не как победа, а как симптом. Симптом того, что Турдизи все чаще выбирает проверенные лица, когда вокруг становится слишком нестабильно. Пока другие рискуют, пробуют, оступаются или исчезают из-за закрытых проектов, Ханде остается точкой визуального равновесия. Она не участвует в скандалах, не дает поводов для резких обсуждений и идеально вписывается в эпоху, где репутация – это капитал, а тишина иногда ценнее громких ролей. Но именно эта идеальность и подталкивает к следующему вопросу. Если она – лицо глянца, то где сегодня рождаются настоящие эмоции, способные захватить зрителя по-настоящему? Ответ на этот вопрос лежит уже не на красных дорожках, а там, где сериалы перестали быть только турецкими и внезапно вышли за пределы страны, превратившись в глобальное явление. Настоящий импульс в эти дни рождается совсем в другом пространстве, не на обложках журналов, а на экранах цифровых платформ, где сериал «Арафта» неожиданно превращается в один из самых обсуждаемых проектов декабря. Его не продвигали как будущий международный хит, не окружали громкими обещаниями и не сопровождали агрессивным маркетингом. Он просто вышел и начал медленно, но уверенно втягивать зрителей в свою историю. К середине месяца вокруг «Арафта» сформировался эффект, который индустрия всегда пытается просчитать, но почти никогда не может спрогнозировать точно. Отрывки сцен начали расходиться по соцсетям, обсуждения вышли за пределы Турции, а зрители из разных стран стали искать сериал, словно наткнувшись на что-то личное и неожиданно близкое. Это не была вспышка из одного дня, скорее нарастающая волна, которая поднималась с каждым новым эпизодом. Секрет этого внимания не в громких именах и не в бюджете. «Арафта» цепляет ощущением внутреннего напряжения, тем самым состоянием между, которое знакомо каждому,
между прошлым и будущим, выбором и страхом, тем, кем ты был, и тем, кем можешь стать. Именно поэтому сериал оказался так легко читаемым для зрителей за пределами турецкого контекста. Он не требует объяснений, не привязан жестко к локальной реальности и говорит на универсальном эмоциональном языке. На фоне глянцевой стабильности одних и продуманной осторожности других Арафта выглядит почти дерзко. Он не старается понравиться всем сразу и не подстраивается под привычные телевизионные рамки. И в этом его главное преимущество. Пока традиционные проекты борются за рейтинги, а продюсеры все чаще считают расходы, такие сериалы напоминают, ради чего зрители вообще включают экран. И здесь становится особенно заметен разрыв внутри индустрии. С одной стороны, безопасные образы, проверенные формулы и узнаваемые лица. С другой – истории, которые неожиданно находят путь к аудитории без разрешения телеканалов и без долгих стратегий. Этот контраст делает рынок еще более напряженным и подводит к следующей теме, где уже не история управляет процессом, а конкретно человек, обладающий достаточным весом, чтобы изменить судьбу целого проекта. Когда сериал перестает быть просто сериалом и превращается в поле борьбы интересов, на первый план выходит фигура, способная изменить ход событий одним решением. В истории проекта «Брат» именно такой фигурой становится Кенан Имирзалы Оглу. Информация о том, что уже отснятый материал оказался под вопросом, а режиссерская команда была заменена, мгновенно привлекла внимание не потому, что подобное невозможно, а потому что это редкий пример, когда процесс вдруг стал видимым для всех. Кенан – не актер, который просто приходит на площадку и выполняет указания. За его плечами десятки проектов, многие из которых стали ориентирами для индустрии. Его имя само по себе является гарантией интереса, а значит и серьезных вложений. В такой конфигурации его мнение перестает быть рекомендацией и превращается в фактор, с которым считаются. Если результат не совпадает с ожиданиями, он может позволить себе сказать «нет», и это слово будет услышано. История с «Братом» вскрыла то, о чем в Турдизе обычно говорят шепотом. Границы между творчеством и контролем давно сместились, и в моменты нестабильности продюсеры все чаще делают ставку не на систему, а на личность. Режиссеры меняются, сцены переснимаются, сроки сдвигаются, все ради того, чтобы проект соответствовал представлению человека, чье имя стоит в центре афиши. При этом важно другое, даже такая власть не является проявлением каприза. В условиях, когда рынок сжимается, ошибки становятся слишком дорогими. Каждый неудачный эпизод может стоить проекту жизни, и потому решение переснять все заново выглядит не жестом эго, а попыткой спасти вложенные ресурсы. Кенан в этом смысле символизирует новую реальность, где актер одновременно становится стратегом, фильтром качества и страховкой. Но если у одних есть возможность бороться за результат до конца, у других ее просто нет. И чем больше подобных историй всплывает, тем яснее становится, что не все проекты доживут до экрана, даже если на бумаге они выглядят идеально. Именно здесь повествование делает резкий, но логичный поворот от влияния сильных фигур к тем сериалам, которым не хватило ни времени, ни денег, ни шанса. Одним из таких проектов стало «Достоинство», сериал, который готовили основательно, долго и, как казалось, с полным пониманием того, каким он должен быть. Переговоры с актерами, обсуждение концепции, ожидание канала – все это уже существовало, когда было принято решение нажать на паузу. Формально – перенос на более поздний срок. По сути, заморозка в момент, когда рынок оказался не готов платить за амбиции. Причина звучит сухо и почти безлично – рост производственных затрат. Но за этой формулировкой скрывается куда более тревожная реальность. Сериалы стали слишком дорогими, а уверенность в том, что вложение окупится, исчезла. Каналы больше не хотят рисковать, даже если проект выглядит перспективным. Им проще отложить его, чем запускать в условиях, где любая ошибка может стать фатальной. История «Достоинства» особенно показательна потому, что речь идет не о слабой идее и не о сомнительном кастинге. Это тот случай, когда качество не спасает от экономических решений. Проект оказался между двумя эпохами, он слишком серьезный для упрощенного рынка и слишком дорогой для осторожного настоящего. И таких историй становится все больше.
переносы на следующий год перестали восприниматься как временная мера. Все чаще они означают неопределенность, в которой сериал может так и остаться. Актеры ждут, команда расходится, интерес постепенно остывает. И пока одни проекты замирают в ожидании лучшего момента, другие даже не получают возможности замереть, их просто снимают с повестки дня. Так мы подходим к следующему примеру, где слово «перенос» уже не использовалось, потому что решение оказалось окончательным. Проект «Сестра Юлькер» не получил даже шанса на паузу. Его история закончилась быстрее, чем успела начаться публично. Решение об отмене приняли тихо, без громких заявлений, словно стараясь не привлекать лишнего внимания. Но именно такие случаи лучше всего показывают, насколько жесткими стали правила игры. Если раньше сериал могли дорабатывать, менять концепцию или ждать подходящего слота, то теперь его судьбу решают цифры еще до первого кадра в эфире. Отмена «Сестры Юлькер» стала наглядным примером того, как быстро проекты исчезают из поля зрения, даже если за ними стоят крупные продюсерские компании и узнаваемые имена. Актеры, готовившиеся к ролям, в одночасье остались без работы и были вынуждены срочно искать новые возможности. Для кого-то это означало экстренный переход в другой сериал, для кого-то – неопределенность на месяцы вперед. В этой истории важно не само закрытие, а его контекст. Индустрия больше не оставляет пространства для экспериментов. Каждый проект оценивается с позиции выживания еще до старта, и если расчеты не сходятся, его просто вычеркивают. Это создает атмосферу постоянного напряжения, где даже успешный вчера актер сегодня не может быть уверен в завтрашнем дне. И на фоне этой нестабильности особенно отчетливо выделяются те редкие проекты, которые все же получают зеленый свет. Они воспринимаются уже не просто как новые сериалы, а как попытка отрасли доказать, что будущее все еще возможно. Именно к такому проекту сейчас приковано внимание, потому что он делает ставку на новое поколение и риск, от которого многие стараются уклониться. Таким риском стал сериал «Лилияр», проект, который запускается в момент, когда рынок предпочел бы переждать. На главную роль утвержден Бурак Ташкапаран, и это решение выглядит одновременно смелым и выверенным. Он не относится к категории актеров, за которыми автоматически тянется успех, но в этом и заключается ставка, не на гарантированный результат, а на возможность роста. Для Бурака этот проект не просто очередная работа, а поворотная точка. Он отказался от других предложений, выбрав именно «Лилияр», и тем самым поставил на карту репутацию. В условиях, когда сериалы закрываются еще до старта, подобный выбор выглядит почти дерзко. Но именно такие шаги и отличают тех, кто пытается вырваться вперед, от тех, кто старается просто удержаться на месте. «Лилияр» сразу обозначает свою территорию, эмоциональную, напряженную, построенную на человеческих конфликтах. Здесь нет иллюзий простого пути, отношения, выборы, последствия. Проект будто говорит зрителю заранее, что легкого просмотра не будет. И это снова контрастирует с общей тенденцией осторожности, которая все чаще доминирует на экранах. Однако любая ставка на одного героя неизбежно ведет к появлению других фигур, способных изменить баланс истории. И в «Лилияре» именно женские персонажи становятся теми, кто задает направление и создает напряжение. Один из них – ключевой, потому что именно через него конфликт выходит на новый уровень и превращается в личную драму, способную удерживать внимание далеко за пределами первого эпизода. Появление Бахар Шахин в «Лилияре» сразу меняет внутреннюю динамику истории. Ее героиня Белис не входит в сюжет мягко, она вторгается в него, нарушая хрупкое равновесие, которое только начинает выстраиваться вокруг центральных персонажей. Это не образ, существующий ради украшения повествования, и непривычная функция третьего угла. Белис – персонаж, который действует осознанно, делает выбор и несет за него последствия, даже если они оказываются болезненными. Для самой Бахар этот проект становится проверкой на способность выйти за рамки уже знакомых зрителю амплуа. В индустрии, где актрис часто закрепляют в одном типе ролей, любое отклонение от привычного образа воспринимается как риск. Белис не пытается быть удобной или однозначно симпатичной. В ней есть уязвимость, но она не равна слабости. Есть чувства, но они не затмевают расчет.
Именно эта внутренняя противоречивость делает персонажа живым и непредсказуемым. Важно и то, как эта линия вписывается в общее настроение рынка. Пока многие сериалы упрощают эмоциональные конструкции, чтобы удержать внимание массовой аудитории, Лилияр сознательно выбирает более сложный путь. Он не объясняет все напрямую, не расставляет акценты заранее и не подсказывает зрителю, кого именно нужно поддерживать. В результате внимание удерживается не за счет резких поворотов, а благодаря постоянному ощущению напряжения, которое медленно нарастает от сцены к сцене. Белис становится тем самым катализатором, через которого вскрываются скрытые мотивы других героев. Ее чувства Кали не существуют в вакууме, они сталкиваются с прошлым, с обязательствами, с ожиданиями окружающих. И именно здесь сериал перестает быть просто историей о выборе между двумя людьми. Он превращается в разговор о том, как легко потерять контроль над собственной жизнью, если вовремя не признать, чего ты действительно хочешь. На фоне отмененных проектов и осторожных решений Лилияр выглядит как попытка напомнить, что зритель все еще готов к сложным персонажам. И эта попытка была бы неполной без еще одной героини, чья история разворачивается уже в совершенно другом жанровом поле. Там нет любовного треугольника как центра сюжета, но есть давление системы, личная память и выбор, который влияет не только на судьбу одного человека, но и на судьбы других. В сериале «Это море переполнится» Нас Чагла Ирмак появляется в образе, который резко контрастирует с привычными женскими линиями Турдизи. Ее героиня Фериди – прокурор, и это не просто профессиональная характеристика, а основа всей внутренней конструкции персонажа. Она мыслит логикой фактов, а не эмоций, привыкла идти до конца и не отступая даже тогда, когда окружающие сомневаются в ее решениях. Молодость и внешняя мягкость играют против нее. Именно поэтому Фериди долго не воспринимают всерьез. И именно поэтому она становится особенно опасной для тех, кто привык недооценивать. История этой героини выстроена не вокруг романтического ожидания, а вокруг незакрытого прошлого. Дело ее отца, тоже прокурора, остается тенью, которая постоянно присутствует в ее жизни. Это не громкая трагедия, а тихий, упорный внутренний мотив, заставляющий идти дальше, даже когда проще было бы остановиться. Фериди не ищет сочувствия и не демонстрирует слабость, но именно в этом скрывается ее уязвимость. Чем сильнее она внешне, тем больше давления изнутри. Для нас Чагла Ирмак эта роль становится возможностью выйти за пределы образов, где чувства всегда стояли на первом месте. Здесь же эмоции существуют как подводное течение, они не исчезают, но и не управляют каждым шагом. Это делает персонажа особенно убедительным. Зритель наблюдает не за тем, как героиня страдает, а за тем, как она принимает решения и живет с их последствиями. Сюжет постепенно подводит Фериди к столкновению с влиятельными семьями и устоявшимися структурами, где закон часто подменяется договоренностями. И в этом противостоянии возникает еще один слой истории – личный. Любовь появляется не как спасение, а как риск. Она способна ослабить концентрацию, нарушить внутренний баланс и поставить под угрозу все, ради чего героиня так долго шла вперед. На фоне романтических драм и глянцевых образов эта линия выглядит почти вызовом. Она напоминает, что Турдизи все еще способен рассказывать истории о женщинах, чья сила не в эффектных жестах, а в способности выдерживать давление и не терять себя. Но даже такие проекты сегодня существуют в хрупком равновесии. И именно поэтому особенно заметны те редкие случаи, когда сериал не только запускается, но и удерживается на плаву вопреки общему кризису. Таким исключением становится «Мастер Амёр», сериал, который сумел пройти сквозь волну отмены переносов и все-таки дойти до стадии активной подготовки. В центре этого проекта Нургуль Ешелчай, актриса, чье имя давно перестало быть просто частью титров. Оно работает как знак надежности в момент, когда рынок особенно боится ошибок. Ее участие сразу меняет отношение к проекту, к нему начинают относиться серьезно, внимательно и с осторожным доверием. Героиня Нургуль – женщина с прошлым, которая не растворилась во времени, а продолжает влиять на каждое решение. Это не история резкого падения или громкого взлета, а медленное, плотное повествование о силе опыта. В ее образе нет стремления понравиться или быть понятной сразу.
Она существует в собственном ритме, и сериал подстраивается под него, а не наоборот. Именно такой подход сегодня кажется почти роскошью. Важно и то, что «Мастер Амёр» не пытается маскировать свою серьезность. Он не обещает легкого зрелища и не заигрывает с трендами. В эпоху, когда многие проекты стараются быть универсальными, этот сериал идет другим путем, он выбирает глубину вместо скорости. И, возможно, именно поэтому ему удалось удержаться, когда другие не выдержали давления. Нургюль здесь не просто исполнительница роли, а точка опоры. Вокруг нее выстраивается пространство, в котором возможен диалог, пауза, напряженный взгляд вместо громкой сцены. Это редкий пример того, как опыт становится преимуществом, а не поводом для сомнений. Но даже устойчивость и профессионализм не гарантируют спокойствие, потому что индустрия все еще живет в режиме повышенной чувствительности к любым внешним сигналам. Особенно когда они касаются звезд, находящихся в центре внимания. Именно в такой атмосфере прошлой недели имя Мирта Рамазана Демира неожиданно оказалось в эпицентре обсуждений. Повод был внешне незначительным: кадры и видео вне съемочной площадки, личное пространство, которое обычно остается за кадром. Но реакция оказалась несоразмерной самому событию. Обсуждения стремительно вышли за пределы фан-сообществ и превратились в споры о границах допустимого для молодой звезды. Контраст сыграл решающую роль. Экранный образ Мирта, сдержанный, эмоционально закрытый, почти хрупкий, вступил в противоречие с тем, что зрители увидели вне сценария. И этого оказалось достаточно, чтобы разговор сместился от творчества к репутации. В другой момент подобный эпизод мог бы пройти незаметно, но сейчас индустрия реагирует на все острее. Любая неточность усиливается, любое несоответствие образу вызывает волну интерпретаций. При этом важно понимать, речь не идет о нарушениях или официальных последствиях. Это история о восприятии. О том, как быстро публичный образ перестает принадлежать самому актеру и начинает жить по правилам аудитории. Молодые артисты сегодня находятся под постоянным увеличительным стеклом, и цена ошибки, даже мнимой, стала заметно выше, чем несколько лет назад. Ситуация вокруг Мирта показала, что Турдизи вступил в фазу, где репутация и экранная история больше не существуют отдельно. Зритель ждет цельности и реагирует, когда она нарушается. И на фоне отмененных проектов, нестабильных запусков и давления со стороны рынка такие истории становятся не исключением, а частью общей картины. История Керима Бюрсена в последние недели стала особенно показательной, потому что она не про один конкретный проект и не про одну ошибку. Это история о том, как быстро может измениться отношение индустрии даже к тем, кто еще недавно считался полностью защищенным. В Турдизи его имя долгое время ассоциировалось со стабильностью, узнаваемостью и уверенностью в завтрашнем дне. Но именно сейчас стало заметно, что прежние правила больше не работают. Любой шаг Керима сегодня рассматривается под увеличительным стеклом. Обсуждают не только его профессиональные решения, но и общую стратегию, где он появляется, с кем работает, какие проекты выбирает и от каких отказывается. В индустрии все чаще говорят, что давление, с которым он столкнулся, это не личная история, а симптом более глубоких процессов. Турдизи перестал быть мягкой средой даже для звезд первого эшелона. Особенно контрастно это выглядит на фоне других актеров, вокруг которых тоже возникают инфоповоды, но последствия оказываются совершенно разными. В случае Керима любое колебание мгновенно превращается в предмет анализа и обсуждений. Это создает ощущение, что он оказался в зоне повышенного ожидания, где от него ждут не просто хорошей работы, а безупречных решений на каждом этапе. Этот раздел истории важен не потому, что речь идет о падении или провале. Речь идет о смене статуса. О моменте, когда актер перестает быть просто популярным и становится фигурой, через которую индустрия проверяет собственные границы. Керем Бюрсен сейчас не исключение, а показатель того, насколько Турдизи изменился и насколько жестче он стал по отношению даже к тем, кто раньше казался неприкосновенным. Все эти линии, глянец и цифровые открытия, влияние звезд и отмененные сериалы, сильные женские образы и хрупкость репутаций сходятся в одной точке. Турдизи больше не живет по прежним правилам.
Он стал быстрее, жестче и требовательнее ко всем, кто в нем работает. Здесь больше нельзя спрятаться за именем, форматом или прошлым успехом. Индустрия словно проходит проверку на прочность. Одни проекты находят новую аудиторию без привычной поддержки, другие исчезают, не успев заявить о себе. Одни актеры усиливают свое влияние, другие сталкиваются с неожиданными вызовами, которые не прописаны ни в одном сценарии. И в этом процессе становится ясно, выживут не самые громкие и не самые осторожные, а те, кто сумеет сохранить баланс между образом, содержанием и реальностью. Декабрь 2025 года фиксирует этот перелом особенно четко. Турдизи меняется не в будущем, он меняется прямо сейчас. И каждый новый проект, каждая роль и каждое решение становятся частью истории, в которой зритель уже не просто наблюдатель, а активный участник. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам близка тема турецких сериалов, актеров и всего, что происходит за кадром Турдизи, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Ставьте лайк, если формат вам откликнулся, и обязательно пишите в комментариях, какие проекты и личности вы хотели бы разобрать в следующих выпусках. Ваша поддержка помогает каналу развиваться, а нам – делать еще больше интересных и вдумчивых разборов. До скорой встречи в новых видео.